Сегодняшнее видео посвящено 9 самым распространенным мифам о бережливом производстве, так что посмотрите этот выпуск до самого конца. Бережливое производство разворачивается в России начиная с 2000-х годов. С тех пор эта концепция роста эффективности получила широкую популярность. Тем не менее, реализуя масштабные проекты в компаниях, проводя тренинги, я раз за разом встречаюсь с различными домыслами, мифами относительно бережливого производства. Заблуждения порой становятся серьезными препятствиями на пути создания системы непрерывного совершенствования. Когда я слышу, что люди говорят: «Мне не нравится бережливое производство». Бережливое производство – это полная ерунда. Lean невозможно развернуть в нашей компании или отрасли, ну и тому подобное. Скорее всего, люди, которые такое говорят, имеют негативный опыт развертывания бережливого производства, что бывает не так уж и редко, либо находятся в плену заблуждений. Мы поговорим именно про второй случай. И если вам будет интересны наиболее частые ошибки, которые приводят к провалу при развертывании бережливого производства, напишите в комментариях, я обязательно сделаю видео. Всем Лина! Меня зовут Сергей Литин. Я работаю в области бережливого производства с 2006 года. И уже 16 лет внедряем масштабные проекты по созданию систем непрерывного совершенства в различных компаниях. Прошу поддержать канал LitiPro. Это очень просто. Подпишитесь на него, поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарий. Спасибо! Несмотря на обилие информации о бережливом производстве, я постоянно сталкиваюсь с различными рода домыслами, искажениями, мифами, которые я сегодня постараюсь развеять. Миф номер 1. Бережливое производство – это про экономию денег. Когда я прошу людей, которые ничего не знают о Lean, предположить, о чем эта концепция, то в 70% случаев они отвечают, что это про экономию ресурсов. В их представлении специалисты по бережливому производству смотрят на экономические отчеты или скрупулезно считают, сколько бумаги было потрачено при печати документов, выявляя таким образом неэффективные траты. Затем запускается процесс введения режима экономии. Это абсолютное искажение понимания бережливого производства. И отчасти оно спровоцировано нами, профессионалами Lean. Когда мы с вами на конференции пишем статьи, там очень часто указывается экономическая эффективность программы бережливого производства, измеряемая сотнями миллионов рублей. И это правда. И также правдой является то, что все эти миллионы – следствие более глубоких преобразований, связанных с вовлечением сотрудников в процессы непрерывного поиска и устранения потерь в потоке создания ценностей. Поэтому бережливое производство – это на 100% про людей, которые, решая задачи роста безопасности, качества, скорости процесса, добиваются выдающихся результатов в области операционной эффективности и экономической эффективности процессов. Миф номер 2. Бережливое производство можно применить лишь на конвейере. Кажется, сейчас уже нет отрасли, в которой нет примеров применения бережливых подходов. Автомобилестроение, приборостроение, мебельное и пищевое производство, строительство, нефтедобыча, геофизика, железные дороги, информационные технологии, розничная торговля, банковская деятельность, страхование, оказание финансовых услуг, образование, медицинские и государственные учреждения. Еще множество примеров успешного внедрения бережливого производства в различных отраслях нашей деятельности. И несмотря на это, я раз за разом слышу, что Lean – это про рутинные, повторяющиеся операции, это про конвейер, это лишь про стабильные процессы. Уверяю вас, что по заказному производстве, проектировании, строительство, НИОКР, в разработке программного обеспечения, иных потоках с высокой вариативностью протекания можно принять 5С, визуальное управление, обучение на производстве, картирование потока создания ценности, быструю переналадку, канбан и прочие инструменты бережливого производства. Возможно, этот миф зародился у людей, которые посещали бережливые предприятия, работающие на принципах конвейера. Такие люди смотрели на конкретные технические решения применения инструментов Lean и прикидывали, как это можно скопировать у них, забывая, что бережливое производство – это не столько о том, как применять канбан при обеспечении расходными материалами или про другие инструменты. Это больше о лидерстве, о том, как вовлечь людей в процесс улучшения. Обращаясь ко всем, кто считает, что в какой-то отрасли невозможно внедрить бережливое производство, напишите в комментариях, я обязательно помогу вам познакомиться с примерами в вашей отрасли.
Миф номер 3. Бережливое производство – это быстро. Быстрая победа звучит круто. Это приносит славу. Работая консультантом, я раз за разом слышу запрос от руководителей. Сделай что-нибудь, чтобы через месяц, максимум 2, производительность существенно выросла. Проблемы в организации потока были купированы. Такой подход часто провоцирует концентрации лишь на низковисящих плодах. В таком случае команда не готова браться за серьезные системные преобразования, требующих время и значительных усилий. Я люблю Kaizen Blitz. Это метод бережливого производства, основанный на том, что команда концентрируется на решении конкретной задачи за очень короткое время. Но этот подход не может быть доминирующим. Еще одним проявлением такого мифа может быть то, что руководители убеждены, что можно трансформировать компанию в бережливую за короткое время. Если вы изучите опыт успешных компаний, то обнаружите, что для этого потребовалось от 3 до 7 лет. Так что наберитесь терпения для достижения того, чтобы бережливая идеология стала частью генетического кода компании. И нужна серьезная продолжительная работа, прежде всего, системных лидеров. Миф номер 4. Бережливое производство можно развернуть без денег. Затраты на бережливое производство действительно значительно ниже по сравнению с техническим перевооружением и модернизацией. Но тем не менее, какие-то затраты есть, и к ним нужно быть готовым. На конференциях во время посещения бережливых предприятий очень редко затрагивают тему трат. Все говорят об эффективности. Какие же затраты могут возникать в связи с запуском программы бережливого производства? Прежде всего, это затраты на консалтинг или содержание лин-офиса. Для многих компаний это могут быть существенные величины. Консалтинг дешевым быть не должен. Привлечение сильных экспертов может выступить мощным катализатором преобразований, в разы сократить время трансформации, получить более высокий экономический эффект. Значительную часть расходов может составить содержание лин-офиса, заработная плата оборудования, подготовка сотрудников. Для эффективного движения бережливой компании нужно тотальное обучение, которое может затронуть десятки, если не сотни сотрудников. Такое обучение, как ни крути, потребует ресурсов. Во многих компаниях используют различные стимулирующие программы. Например, выплаты командам бережливых проектов, авторам идей по улучшениям, проведение различных конкурсов, каких-то соревновательных практик. Все это связано с затратами. Нужны деньги на оборудование, проектные офисы, на пропаганду, применение различных программных продуктов. Сами проекты подчас требуют определенных финансовых ресурсов. На развертывание бережливого производства нужны деньги. Для полноты картины хочу отметить, что вложение в бережливое производство, пожалуй, это самые выгодные инвестиции. Ничего иное не даст вам такой рентабельности. Отдача инвестиций будет в большинстве случаев не менее 1 к 2 в течение года. Так что инвестируйте в бережливое производство, инвестируйте в систему непрерывного совершенствования. Миф номер 5. Бережливое производство разворачивается исключительно мягкими методами через убеждение. Я сам часто говорю, что ключевым фактором успеха программы бережливого производства является вовлечение сотрудников в постоянную работу по поиску и устранению потерь. И, возможно, это сформировало предубеждение, что лин-идеология отрицает жесткость внедрения. Я часто слышу такое мнение, что идею бережливого производства необходимо продать корпоративным лидерам и сотрудникам. И в этом часть правды есть. Но продажа не может быть бесконечной, если бережливое производство является частью корпоративной стратегии. Тайти Оно, основатель производственной системы Toyota, был принципиальным, требовательным руководителем. Он буквально заставлял сотрудников применять методы TPS. Я сторонник гибкого подхода и комбинации жестких силовых подходов и мягких, убеждающих. Мы должны уделить очень много внимания вовлечению, убеждению, мотивации. Но перрон когда-нибудь закончится. Эту метафору я использую, объясняя принципы мягкой силы. Она заключается в следующем. Запуская программу бережливого производства, компания становится похожей на поезд, который потихоньку трогается от перрона. Поезд на старте двигается очень медленно, и каждый должен принять решение, сядет ли он в этот поезд, примет ли он бережливую идеологию или нет. Рано или поздно сотрудник должен принять принципы непрерывного совершенствования, взаимной поддержки и уважения своих коллег и подчиненных, высокой ориентации на внутренних и внешних клиентов, безусловной приверженности безопасной и качественной работы.
Именно эффективная комбинация жестких силовых методов с более мягкими позволяет добиться необходимой скорости трансформации с одной стороны и высокой лояльности сотрудников с другой. Миф номер 6. Невозможно вовлечь сотрудников в бережливое производство. Не можете вовлечь сотрудников в бережливое производство, откажитесь от него. Lean без этого невозможен. Возможно, вам покажется, что предыдущая часть, посвященная жестким методам развертым, противоречит задачам вовлечения. Но это абсолютно не так. Именно ваша уверенность, принципиальность, последовательность, жесткая приверженность стратегии в сочетании с гибкостью позволит это сделать максимально эффективно. Убеждение некоторых руководителей, что в их компаниях сотрудники инертны, пассивны, встречается очень часто. Вовлечь сложно, но точно возможно в абсолютно любой компании. Если вы послушаете историю успеха бережливых компаний, во всех в них вы услышите о том, что сложно добиться инициативности, лояльности, приверженности принципов бережливого производства от сотрудников. Все, без исключения компании, вначале столкнулись с огромными сложностями при работе с людьми. Часто я слышу о том, что системные лидеры хотели бы большей вовлеченности сотрудников. Но на мой вопрос, какова у вас система вовлечения, они не могут ответить. Они могут рассказать о системе снабжения, управления финансами, производства, в которых есть цели, процедуры, роли, ну и тому подобное. При этом система вовлечения не имеет никакой четкой структуры. Хотите эффективно вовлекать сотрудников, применяйте системный подход. Четко поймите, из каких элементов эта система состоит и как эти элементы связаны между собой. Миф номер 7. Бережливое производство – это набор инструментов. Раз за разом сталкиваюсь с таким мифом. У нас внедрено бережливое производство, потому что у нас есть 5S. Думаю, что будет полезно в сотый или тысячный раз сказать, что бережливое производство – это про людей. Я определяю бережливое производство как определенный тип корпоративной культуры, основанный на вовлечении сотрудников в процесс поиска, анализа и устранения потерь в потоке создания ценности. Инструменты не могут быть самоцелью. Отказывайтесь от такого стереотипа. Перестаньте внедрять инструменты бережливого производства. Начните решать конкретные проблемы бизнеса. Миф номер 8. Бережливое производство должны развертывать консультанты или Lean Office. Это один из самых опасных стереотипов. Я с ним часто сталкиваюсь. Многие руководители считают, что они наняли консультанта или сотрудника в какое-то специальное подразделение, и на этом их миссия формирования бережливой компании закончена. Это опасный стереотип. Вот у меня небольшое количество книг в моей библиотеке. И здесь, без исключения, в каждой книге красной линией проходит лидерство. Только приверженность принципам кайдзен системного лидера является ключевым фактором успеха. Консультант или Lean Office – это катализатор. Он способен ускорить трансформацию, но он не способен задать импульс вот этой самой трансформации, обеспечить непрерывность движения. Без участия системных лидеров любое движение будет затухать. Обращайтесь к руководителям компании, привлекайте сильных экспертов в свою команду, но берите всю ответственность за успех Lean преобразования на себя. Миф номер 9. Бережливое производство – это панацея от всех бед. В бережливом производстве заложен огромный потенциал конкурентоспособности и роста живучести компании. Но это не панацея, это не серебряная пуля. Компания с высоким уровнем бережливой корпоративной культуры не застрахована от поражений. Все, кто пытается убедить вас в обратном, обманывают. Шансы долгосрочного устойчивого существования повышаются, если совершенствование касается не только потока создания потребительской ценности, но и постоянного развития продуктов и сервисов, клиентской базы, маркетинговой коммуникации, корпоративной культуры, развития сотрудников. Выживание обеспечит лишь постоянная адаптация под изменчивую внешнюю и внутреннюю среду компании. С какими предубеждениями сталкивались вы? Пишите в комментариях. А на сегодня это все. Всем Лина, вы лучшая аудитория. Увидимся!